Всем привет! Как я говорил в прошлом видео, одним из рубежных моментов New World является получение 25 уровня. Лично я добрался до него примерно на третий день игры, основным персонажем на сервере Гиперборея. Но если прокачивать второго перса, то думаю вполне реально апнуть 25 за день, просто идя по основной ветке, делая по пути второстепенные, фракционные и квесты с доски. Давайте пройдемся по возможностям, открывающимся после получения азотного посоха, который является в игре инструментом. Кстати, наверное, его можно получить и раньше 25-го, но я получил посох в районе 26-го, так как довольно много времени уделил фракционным квестам, собирательству и всему, что с ним связано, а именно переработке и крафту. Первое и самое очевидное: после получения посоха нам открывается возможность закрывать разломы. Они периодически появляются в разных провинциях. Бывают 25, 35, 45 и 65 уровня. Это, соответственно, рекомендуемый необходимый уровень для игроков. Разломы бывают групповые и не очень, которые можно закрыть и одному, но удобнее хотя бы вдвоем. Механика у данной активности очень простая. Видим на карте или в мире характерное новообразование. Идем туда, разваливаем кабины нескольким волнам мобов, разуплотняем босса, получаем профит. Разломы имеют разное оформление и несколько видов финальных боссов. Это может быть мутант-олень-переросток, мега-щупальце, заставляющее вспомнить Резидент, или обычный гуманоидный демон. Проблемы могут возникнуть только если вы пытаетесь противостоять нечисти в соло. Например, у меня никогда не получалось отмудохать в соло щупальце. Так вот, после зачистки мобов, кстати, можно всех и не зачищать, а просто отвлекать их, пока наш соратник закрывает разлом при помощи азот-стафа. Вы получаете опыт, азот, золотишко и сундук со шмотками и, возможно, кое-какими ресурсами. Сосредотачиваться на разломах с 25 по 35 уровень смысла никакого нет, они просто разнообразят игру. Так, в процессе беготни по квестам и за ресурсами бывает интересно зафармить пару-тройку разломов чисто по пути. Следующая активность — это первый данж — Амрин. Вроде бы сразу после создания посоха основной квест направляет вас в данжик. Здесь обязательно надо взять доп-квест у Пёселя на входе. Он просит принести ему 5 косточек из данжа в обмен на 5000 опыта. Это просто огромное число на данном этапе игры, и в теории таким образом можно было бы очень быстро прокачаться этим квестом, фармя данж. Однако не все так просто, но обо всем по порядку. В данж зайти можно только группой от 3 до 5 человек. Кстати, 5 человек сейчас максимальный размер группы, так что никаких рейдов в игре пока нет. Для входа в данж необходим Амрин Орб. Не знаю, должен ли каждый участник группы иметь орб. Я дважды ходил в данж, оба раза у меня был орб, и после входа он изымался. Внутри подземелья ничего особо интересного нет, мобы 25 уровня, такие же боссы. Никаких особых тактик не надо, главное, чтобы хил лечил пати, а танк и ДД держали на себе мобов. Кроме мобов, в данже есть сундуки и немного месторождений ресурсов. В целом вообще ничего особенного, это просто ознакомительная прогулка. Гейстори недавно выпустил очень подробный гайд по этому данжу, можно зайти и поставить дизлайк этому дерьмопродукту. А вот действительно хороший и качественный гайд создал Каймират. Если хочется с первого раза пройти данж как надо, то переходите по подсказке. Лично я перед походом никаких гайдов не смотрел, и поэтому в первый заход не собрал 5 костей для Собакина. И поэтому пришлось идти второй раз. И вот тогда я столкнулся с проблемой, так как орб у меня забрали, а где брать еще один я не знал. Смутные догадки у меня имелись. Побегав в городе по станкам, я нашел ответ. Чтобы скрафтить Амрин Орб, нужен стол обработки камней и прокачанный до 25 уровня скилл, плюс 4 вида ресурсов. Corrupted Silver добывается закрытием разломов, Iron Chisel покупается в фракционном магазине, Eternal Heart крафтится на этом же станке из 3 видов пыли, которая собирается в открытом мире. Ну и еще для орба надо 50 каменных блоков 2 тира. Это, мягко говоря, не маленькая цена за один поход в данж. Я решил, что слишком много заморочек ради 5к опыта. Однако потом у меня вновь появился орб. Я его не крафтил, наверное, он выдается каким-то NPS спустя некоторое время. В любом случае, даже в свой первый поход в Амрин я не испытал к этому данжу особенного интереса. А вот клановые активности показались мне интереснее. Каждый день в определенное время у нас происходило что-то вроде КТА.
Мы собирались во вражеском городе Брайтвуд, включали ПК-режим и рейдом примерно в 25 человек выполняли фракционные PvP-квесты. Целью было повысить влияние Ковенанта в городе до 100%. После этого, как я понял, появляется возможность прокинуть атаку на город. В первый день мы сделали пару ходок. Посмотреть, какая будет динамика набора очков. Оказалось, что влияние растет очень медленно. На следующий день мы захватили форт недалеко от города, и после этого возможность прокинуть атаку оказалась более достижима, так как очки влияния в городе прибавлялись после сдачи фракционных квестов очень бодро. Но Синдикат, нынешние владельцы города, довольно быстро собрались и пару раз дали нам пиздюлей в сражениях за форт. Нам удалось один раз из 3 или 4 сражений оставить за собой поле боя, но справедливости ради стоит сказать, что у Синдиката средний уровень бойцов был ощутимо выше, а значит они и по эквипу нас превосходили, несмотря на вроде как имеющееся PvP скалирование. В любом случае, лично мне масс PvP контент в этой игре понравился, здесь есть над чем подумать в плане ЗВЗ тактик, и будет очень интересно поучаствовать в осадах. Но на данный момент наш средний уровень весьма средний, и я в этом не отличаюсь от основной массы, так что надо срочно брать кап и одеваться. Во время этих КТА очень хорошо фармятся фракционные очки и фракционная валюта, и в магазине есть некоторые очень полезные предметы. Чтобы не терять данную валюту, так как у нее есть лимит, я решил покупать итемы, необходимые для крафта Т3 сумок. Руна стоит 500 золота, а сумки очень хорошо продаются по косарю. И какой-то крафт всяко-разно надо качать, а здесь еще и получается нормальный навар. Так что я занялся крафтом. На этом сжег немного ресурсов, прокачивая умение создания кожаных доспехов. После чего заработал несколько тысяч на сумках. К этому времени мой уровень перевалил далеко за 30-й. И я решил переехать на некоторое время из Эверфолла в Брайтвуд, так как эта территория населена в основном мобами уровня 30+. Некоторые квесты здесь давались тяжеловато, особенно мне подорвал пукан фарм 4 элитных медведей. Эти гады очень больно бьют, плюс иммунны ко многим эффектам контроля. Но немного потренировавшись, их можно забирать в соло. Единственный моб в локации, которого невозможно одолеть без группы, это элитный опять-таки медведь 35 уровня. Но ближе к прайм тайму группа собирается довольно легко. Плюс мне повезло, когда я пытался собрать группу на этого гиганта, мимо пробегали несколько ребят высокого уровня, и мимоходом, но не мгновенно, завалили зверя. Я применил скилл ниндзя лутинга и сумел освежевать косолапого. Вообще локация мне очень понравилась. В ней преобладает уныние и отчаяние. Очень много серых тонов, мертвые деревья, заброшенные деревни, населенные призраками и оскверненными людьми. И в целом в локации очень мало ярких красок. Несмотря на это, есть просто великолепное место с азотным деревом и мобами в природной стилистике. Шахтерский поселок с элитными мобами на острове посреди озера и доминирующий над городом заброшенный форт также добавляют разнообразия области. И я уверен, что у каждой точки интереса есть свой лор, изучением которого я однозначно займусь на капе. Больше особо ничего интересного не происходило, я носился по области, делал квесты, собирал и перерабатывал ресурсы, что-то крафтил, продавал, сдавал по квестам и постепенно апнул 35 уровень. С этого уровня открывается второй данж, и я решаю переезжать в соседнюю болотную локацию, которая и уровнем повыше, да и мобы там погуще.
Но об этом я расскажу в следующем видео. Благодарю всех за просмотр. С вас лайк, дизлайк, подписка. Всем пока. Наверх, наверх все. Вы только к дыркам не подходите далеко, стой. Ой, идут. Кто им сейчас спрыгивать? Только обратно. Зашли уже, зашли. Зашлись. На лестнице встречаем челиков. Вышли, убили. Дали контроль. Станы. Стяжки. Убили. Убили. Давайте. Зайдите под ворота, там хилы стоят. Ниже, вниз прыгиваем, в котлы заходим. Контроль Ворота выдаем. зайдите, блядь, в хилу. Скиваем, помогите их, его. Банки проешьте, если есть. Стягиваю всех его в стену. Ушли оттуда. Чего вы опять в куче варитесь, блядь? Ушли левее ушли. Ходите Ниже на гору, спуститесь, не блядь, стой. на высоту не вздумайте подниматься, на. Просты даем, замедлоем. Проходим левее проходим сквозь дерево, идем наверх. Убиваем тряпок, идем наверх. Наверх поднимаемся. Тряпок убиваем. Убиваем тряпок.